Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такой необычный цветочек. Почему он необычный? Потому что вот данная серединка, как вы видите, она объемная. Вот так смотрится этот цветочек. И в серединку можно наполнять как холофайбером. Тогда можно сделать, если вы наполните холофайбером, это может получиться вот игольница. Вот так. Также мягкая игрушка для ребенка. Или можно положить вот гремелку. Тогда это получится вот погремушка. Или пищалку. Вот в моем случае я сделала из цветочка вот такую детскую пищалку. Детскую вот такую игрушку. Также из такого цветочка можно сделать украшение. Можно сделать сережки или можно даже сделать красивую брошку. И вот такой цветочек. По размерам, если вот по сантиметрам, то этот цветочек на 6 сантиметров. Приступим к вязанию. Для этого цветка я буду использовать пряжу вот 3 цветов. Это 100% хлопок Alize Bella. В 50 граммах 180 метров. И крючок буду использовать номер 2. Для начала будем вязать вот такую серединку желтого цвета. Делаем вот кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем и начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать из одного столбика вывязать 2 столбика. Вот 1. И сюда же провязываем второй. Это 2, 4, 6, 8, 10. И в конце второго ряда у нас получилось 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, а в следующий прибавка. 3 столбика, 1. Так, это у нас было 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. И в конце третьего столбика, в конце третьего ряда у нас 18 столбиков. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем 2 столбика, 1, 2, и в третий вывязываем прибавку 1 и сюда же провязываем второй столбик. И так мы чередуем до конца ряда. Всего у нас таких прибавок будет 6. Вяжем 1 столбик, второй столбик и прибавка. И так чередуем до конца ряда. И прибавка.
Теперь вяжем 5-й ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И после 3 столбиков прибавка. Так мы будем вязать до конца ряда. Снова повторяю, вот 1, 2, 3, прибавка. Так довязываем до конца. В конце 5-го ряда будет 30 столбиков. Перешли к 6-му ряду. В 6-м ряду провязываем 1 столбик. Так, одеваем сразу маркер. 2, 3, 4. И после 4-го столбика прибавка 1. И сюда же провязываем 2 столбик. Еще раз показываю. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4. И после 4-го столбика прибавка. И так будем чередовать до конца ряда. В конце ряда получится 36 столбиков. И вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5-го столбика прибавка. Еще раз повторяем. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. И так вяжем до конца. 5 столбиков, прибавка. И вот когда у нас остался вот один столбик, в него я провязываю 1 столбик без прибавления. И то есть в этом ряду у нас получается 41 столбик. И вот такие 2 кружочка мы с вами связали. Теперь эти кружочки вот изнаночной стороной присоединяем друг к другу. На лицо у нас лицевая сторона. И теперь будем привязывать лепесточки. Я начинаю с розовой пряжи. Вот захватываем за столбики одной половинки и второй половинки. Присоединяем розовую нить и провязываем 2 воздушные петли. Этот хвостик мы запрячем вовнутрь изделия. Теперь сделали накид и за следующие вот 2 столбика провязываем 1 столбик с накидом, сделали накид и сюда же провязываем вот в те же самые столбики, провязываем второй вот столбик с накидом. Из одного столбика мы вывязываем 2. Сделали еще накид. И теперь за следующие вот 2 столбика провязали 1 столбик с накидом, сделали накид и в эти же столбики вот провязываем второй столбик с накидом. Вот что у нас получается. Теперь 2 воздушные петли и за следующие вот 2 столбика провязываем
соединительную петлю. Вот. Это у нас первый лепесток. Теперь следующий лепесток я буду вязать голубой пряжей. Но розовую я отрезать не буду. Для того, чтобы не было много хвостиков, я вот розовую пряжу прячу вовнутрь. Вот так я ее спрятала. Теперь захватываем вот за следующие 2 столбика и присоединяем вот голубую пряжу. Розовую подтягиваем вот так и набираем 2 воздушные петли. Этот голубой хвостик от голубой пряжи мы тоже прячем вовнутрь. Вот все у нас хвостики внутри. Сделали накид, и теперь захватываем вот за 2 столбика одной половинки и второй и провязываем 1 столбик с накида. В этот же столбик вот провязываем второй, сделали накид, за следующие вот 2 столбика провязали столбик с накидом и сюда же провязываем еще 1 столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли и соединительным столбиком вот за следующие 2 столбика вот соединили. Далее после голубого у меня будет идти розовый цвет. Вот для этого из нашего вязания вот из середины достаем розовую пряжу. А голубую, вот как вы видите, я запрятала вовнутрь. И переходим к следующим 2 столбикам. Так, вот 1. И вот следующий второй. Вот 2 столбика. Соединительная петля. Голубую нитку мы подтягиваем. Вот подтянули. Вот так. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. И снова провязываем 2 столбика с накидом. 1. И сюда же провязываем второй. И еще раз повторяем. 1. И сюда же провязываем второй. 2 воздушные петли. Желтые хвостики тоже прячем вовнутрь изделия нашего. Так. Вот. Так вот, соединительная петля. Вот присоединили. Теперь снова переходим на голубой цвет. Так. Вот наша голубая пряжа. За 1 столбик
И вот за второй столбик. И переходим на голубую пряжу. Розовую прячем вовнутрь и вот так подтягиваем. Теперь набрали 2 воздушные петли и снова провязываем. Так, розовую мы спрятали. И вот провязываем 1 столбик с накидом. Сюда же провязываем вот второй столбик с накидом. И еще так повторяем. 2 воздушные петли и соединительная петля. И так чередуем далее. Вяжем лепесточки. И вот осталось провязать еще 2 лепесточка. Вот так. Осталось маленькое отверстие. Сюда можно наполнить наполнителем, чтобы был цветочек объемный. Но так как у меня цветочек пищалка, то я буду использовать вот такую пищалку. И вставляем и буду довязывать до конца эти ряды, потому что у меня вот такая игрушка пищалка будет. Вы можете наполнить холофайбером, и тогда будет просто мягенькая вот такая серединка. И вот такой цветочек мы сегодня с вами связали. Это вот лицевая сторона. Так он смотрится с изнаночной стороны. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!